Джон Андерсон вел тихую и размеренную жизнь в маленьком городке Аук-Крик, штат Висконсин. Он преподавал историю в местном колледже и жил в уютном доме на окраине города. Его единственным компаньоном была немецкая овчарка по кличке Рекс, которую он взял из приюта несколько лет назад. Джон и Рекс были неразлучны. Каждое утро они бегали по окрестностям, преодолевая крутые холмы и пересекая бурные ручьи. Вечерами Рекс лежал у ног Джона, пока тот проверял студенческие работы, часто до глубокой ночи. Дом Джона был окружен густым лесом, что создавало атмосферу уединения и спокойствия. Но иногда по ночам завывание волков вдали настораживало Рекса. У Джона была хорошая подруга по имени Сара Томпсон. Она жила по соседству и часто заходила в гости, принося аромат свежеиспеченного яблочного пирога. Сара работала ветеринаром и всегда привозила Рексу особые собачьи бисквиты, которые готовила сама. Однажды Джон решил отправиться в недельный поход в горы. Он долго не мог решиться на эту поездку, так как не хотел оставлять Рекса одного. Ночами он ворочался в постели, представляя, как Рекс тоскует у двери, ожидая его возвращения. Добрая Сара предложила присмотреть за собакой, и Джон с благодарностью согласился, почувствовав облегчение от ее предложения. Перед отъездом Джон оставил Саре подробные инструкции по уходу за Рексом, включая описание его любимых игрушек и особую диету. Оставив все на месте, он отправился в путь с легким сердцем, но все же несколько раз оглядывался, пока дом не скрылся из виду. Первые дни в горах прошли замечательно. Джон наслаждался тишиной и красотой природы, взбираясь на крутые склоны и любуясь захватывающими видами с вершин. Он много гулял, читал книги у костра и размышлял о жизни под звездным небом. Каждую ночь Сара присылала ему фотографии Рекса и сообщения о том, как у них дела. Она делилась забавными историями о том, как Рекс пытался поймать белку в саду. На пятый день похода, когда Джон преодолевал особо сложный участок тропы, он получил тревожное сообщение от Сары. Она писала, что у нее возникли неотложные дела в клинике, сложная операция на лошади. Сара предупредила, что не сможет прийти к Рексу вечером. Джон забеспокоился. Его руки дрожали, пока он перечитывал сообщение. Он решил, что ничего страшного не случится, если собака останется одна на одну ночь, но мысль об одиноком Рексе не давала ему покоя. На следующее утро Джон, чувствуя странное беспокойство, решил срочно возвращаться домой. Собирая вещи, он торопливо запихивал их в рюкзак. Холодок пробегал по спине, и он ускорился. Спускаясь с горы, Джон несколько раз оступился, отвлеченный мыслями о доме и Рексе. Всю дорогу домой он не мог избавиться от тревожного предчувствия, крепко сжимая руль и даже превышая скорость на пустынных дорогах. Когда Джон подъехал к своему дому, визг тормозов нарушил тишину улиц. Ему сразу стало ясно, что что-то произошло. Входная дверь была приоткрыта, а на крыльце валялись разорванная книга и осколки вазы. Сердце Джона забилось быстрее. Мужчина вошел в дом и позвал Рекса. Его голос дрожал от страха, но ответа не последовало. Лишь эхо отражалось от стен. С каждым шагом вглубь дома ужас охватывал Джона все сильнее. Вещи были разбросаны, мебель перевернута, занавески сорваны с карнизов. На стенах виднелись странные темные пятна, и Джон с ужасом понял, что это могла быть кровь. Когда он дошел до гостиной, его дыхание перехватило. Стены и пол действительно были забрызганы кровью. Здесь произошла жестокая схватка. Джон в панике начал звать Рекса. Его крик переходил в хрип. Он обыскивал каждую комнату, спотыкаясь о разбросанные вещи и разбитые стекла. В спальне он увидел свою разорванную одежду и следы когтей на двери. Наконец, он услышал тихий, жалобный скулеж из подвала. Джон бросился туда. Рекс лежал взъерошенный и раненый. При виде хозяина пес слабо завилял хвостом, но не двинулся. Джон обнял Рекса, ощущая, как слезы катятся по щекам. Он гладил собаку, шепча слова утешения. Постепенно до него начало доходить, что кто-то вломился в дом, а Рекс, верный своему хозяину, пытался защитить территорию. Собравшись с мыслями, Джон вызвал полицию и позвонил Саре. Ее машина подъехала через несколько минут, шины взвизгнули у дома. Увидев разгром и состояние Джона, Сара заплакала, опустившись на пол рядом с ним и Рексом.
Полиция быстро прибыла, их сирены нарушили тишину удаленного района. Они собрали улики, фотографируя следы борьбы и забрызганные кровью стены. Детектив расспрашивал Джона и Сару, записывая каждую деталь. Офицеры похвалили Рекса за храбрость. Один из них даже погладил собаку и пообещал сделать все возможное, чтобы найти преступников. Джон не мог оставаться в доме. Запах крови и вид разрушений вызывали у него тошноту. Сара настояла, чтобы он и Рекс переехали к ней на время. Джон с благодарностью согласился, понимая, что не справится один. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Джон пытался вернуться к работе, но не мог сосредоточиться. Его мысли постоянно возвращались к разгромленному дому и испуганному Рексу. На третий день после ограбления в местную больницу обратился мужчина с множественными собачьими укусами. Его руки и ноги были покрыты глубокими ранами, а на лице виднелись следы когтей. Медсестра, слышавшая о нападении на дом Джона, заподозрила неладное и сообщила в полицию. Полицейские прибыли в больницу и допросили подозреваемого. Сначала мужчина отпирался, но под давлением улик и умелых вопросов детектива он сломался и признался. Он рассказал, что вместе с двумя сообщниками планировал ограбить дом, который казался пустым, но они столкнулись с яростным сопротивлением большой собаки. Мужчина выдал своих сообщников, и в течение нескольких дней полиция арестовала всех участников банды. Выяснилось, что они были причастны к серии ограблений в округе. Новость об аресте принесла Джону некоторое облегчение, но он все еще боялся возвращаться домой. Каждый раз, когда он подходил к входной двери, его начинало трясти. Сара предложила помочь с ремонтом. Вместе они покрасили стены в светлые, жизнерадостные цвета, заменили мебель и текстиль, изменив атмосферу дома. В процессе работы они много разговаривали и сблизились. Однажды вечером, сидя на отремонтированном крыльце, Джон посмотрел на Сару и осознал, что его чувства к ней стали сильнее. Сара ответила ему теплой улыбкой. Рекс дремал у их ног, и в этот момент они поняли, что их жизнь уже никогда не будет прежней. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.